полицейское государство. Все тебе вечно не додают, все должны. Душно, что давит, нет свободы. Пора валить. Все, больше сюда не ногой. Вы предатели! Как вы там живете? Ой, у нас так, тут вообще вот так. Что должно произойти в вашей жизни, чтобы вы сказали, пора валить? Игорь, в России регулярно возникают настроения и такой запрос на то, что пора валить из страны. Часто это обостряется какими-то политическими кризисами или социальными изменениями. Что вы думаете об этом? Что реально влияет на желание людей валить из страны? Ну, во-первых, часто я это слышу. Ну и со мной это тоже было. Меня каждый месяц посещали вот эти вот мысли. Пора валить, куда-то надо свалить, надо что-то так поменять, чтобы уже конкретно и абсолютно все. И я даже ездил в Америку и даже жил там 1 месяц. Кстати, я там заболел, у меня было воспаление легких в Америке. Приехал там, пытался попасть там в больницу, но посмотрел все эти нюансы американской медицины. Но вот после этого месяца в Америке с больными, значит, легкими, что-то я понял, что что-то я не то делаю. Мы с семьей вернулись. Тема «валить», она связана с тем, что есть где-то место, где со мной будут происходить другие вещи. А что, если я тебе скажу следующее, что будут с тобой происходить другие вещи или не будут, зависит исключительно от тебя, а не от места, где ты окажешься. Ну, ты можешь, конечно, поездить по разным странам, попробовать, попримиряться и так далее, но если, смотри, если в России у тебя получается жить, ну, получается, у тебя клеится, дела на лад идут, ну и так далее, да, то у тебя получится в любой стране. Если у тебя в России не получается жить, все тебе вечно не додают, все должны, все козлы кругом, да, то и в другой стране будет то же самое. Не будет получаться. Поэтому что делать людям, которые чувствуют, что у них не получается, да, и они заражаются вот этим вирусом, например, что пора валить, и там будет получаться где-то, куда свалим. Первое, что посмотреть это видео и зарубить себе на носу, что если не получается здесь, значит нигде не получится. Раз. Второе. Если ты хочешь, чтобы у тебя здесь начало получаться, значит, надо над этим работать, чтобы начало получаться. Это самое важное. Игорь, как только вы скажете тем людям, которые хотят свалить, что от себя не убежишь, они вам сразу приведут массу аргументов, что они бегут не от себя, а бегут от достаточно странного и опасного политического режима, от не очень стабильной экономической ситуации, от нечестных судов, от ментовского беспредела. Часто причиной желания переехать куда-то является отсутствие достаточного количества свобод. Ну, люди просто видят, что в других странах можно жить более свободно. Что думаете об этом? Ну, я часто слышу такое, что вот душно, что давит, что все это вот какая-то вот полицейское государство там задушило, да, что нет свободы. Я часто слышу это, но я хочу вот что сказать, что свобода – это не делать, что хочу. Свобода – это не делать то, чего не хочешь. По большей части ты сейчас затронул такую тему, которая очень глубокая. У меня есть на эту тему что сказать. Давай так, если будет более 5000 лайков под этим видео, ну, значит, я пойму, что надо сделать отдельный выпуск про свободу. Но может ведь быть переезд куда-то, в другую страну, в Штаты те же, таким стимулом к тому, что начнет получаться, и просто толчком мощным? Ты абсолютно прав. Может. Вероятность этого события, как ты описал, ну, давай так, 3%. Давай аналитически разберем. Давай возьмем работника, служащего или какого-то вот человека, у которого в России есть некая работа, но он задолбался, как ты говоришь мне, от беспредела, от ощущения, что
вот ему кто-то должен, но не додает. И этот работник, служащий, обладающий какой-то профессией, компетенцией, с семьей или один, не знаю как, эмигрирует в другую страну и становится в той стране, ну, тоже, дай бог, простым работником, а может быть, я не знаю, в Макдональдсе моет там или где-то санитаром работает. И его посещают те же мысли там. Черт побери, пора и отсюда валить. Куда свалить-то? Куда бы ты ни приехал, везде будет одно и то же. Ничего другого не будет. Это бегство от самого себя. Но дело в том, что от себя ты не убежишь. Ты куда ни свалишь, ты принесешь себя, свое тело, свои мозги, свои мысли, свои ощущения в то место, куда ты приедешь. Поэтому я не знаю, можно ли вообще свалить куда-то и обрести что-то принципиально другое. Я таких примеров, внимание, не знаю. Кроме единичных случаев, которые примерно то же самое, как выиграть в лотерею. Единственное, с чем они отличаются, это тем, что когда их спрашиваешь, ну как, они говорят, ой, у нас так, тут вообще вот так, раз, вот. Как вы там живете? Но на самом деле, если копнуть чуть-чуть глубже, великая печаль внутри тех людей, кто свалил. Мы, люди, мы не математическая функция, мы не математическая вероятность. Когда с нами происходит какое-то нежелательное событие, нам хреново, черт побери. Поэтому я, в общем-то, именно на это обращаю внимание. Не рекомендую на себе производить опыты, у которых очень низкая вероятность. Первое правило успешного человека, которое я могу подарить тебе и кто смотрит наши видео, это следующее. Никогда не принимай решения, в которых можешь проиграть. Принимай решения, которые с большой вероятностью принесут тебе выигрыш. Если ты сам принимаешь решение, у которого вероятность 97% проиграть, ну это глупо. Игорь, что должно произойти в вашей жизни, чтобы вы сказали, пора валить? Тяжелый для меня вопрос. Я не очень понимаю, куда я могу свалить, если этим термином пользоваться, от источника. Вот Россия, там, я знаю, город мой Магнитогорск, да, я здесь рожден, это мой источник. Там, вот, в Магнитогорске школа моя, где я учился. В Долгопрудном, вот физтех, мой университет, где я учился. Здесь родители мои живут. Как я вообще, я не могу это перевести никуда. Но единственное, я недавно вот купил билет и все-таки собираюсь свалить. Да. На Мальдивы на пару недель. Но это, видимо, не то, о чем ты спросил меня. Что должно произойти, чтобы у людей не появлялась мысль, что пора валить? Если посмотреть на миграционную карту, то за последние 15 лет население Франции увеличилось на несколько миллионов. Население Германии увеличилось на несколько миллионов. То есть есть страны с очень большим притоком населения. Америка. Есть страны с оттоком населения. То есть эти процессы миграционные, они, во-первых, всегда были в мире, и они есть сейчас. Вот. Если посмотреть на эту карту миграций, то мы находимся, ну, скажем так, в состоянии, когда после железного занавеса, то есть железный занавес – это затруднение в естественных миграционных потоках. Потом, когда железный занавес открыли, вы все знаете, да, как много людей разъехалось. И сейчас достаточно много людей уезжают, как такие стандартные миграционные процессы. Поэтому что тут говорить-то? Все нормально. Более того, я приветствую подход следующий, который поощряет и увеличивает количество, подчеркиваю, компетентных специалистов, компетентных людей, предпринимателей, артистов, инженеров, да, которые носят код России в сердце и едут работать, например, там, в Израиль, в Бразилию, там, в Британию, в Америку и так далее. Отлично. Есть очень мощная статистика, которая говорит следующее,
что через 10-15 лет 30% этих людей придут назад по разным причинам. Там семейные, какие-то по работе и так далее. Это означает следующее, что люди, работая в различных проектах, да, принесут в Россию новые разработки, новые технологии, новое все. Таким образом, Россия становится связанным со всем миром. Это очень хорошо. Другой вопрос, что лучше бы, чтобы эти миграционные потоки были бы с людьми, которые, покидая Россию, например, на 10 лет, на 15, не сжигают мосты. Как это, все, больше сюда не ногой, вот все, вот. Да, но это мы теряем, мы как общество, мы тогда теряем. Но ведь именно наша позиция, которая говорит, вот, мы бы не хотели, чтобы вы уезжали, куда вы предатели! Вот именно эта позиция и вынуждает людей, уезжающих, сжечь мосты. Ну, если их называют предателями. А они все равно уезжают. Ну что, выходит, мы вынуждаем сжечь мосты. Зачем? Это глупая позиция. Вот эти мосты с этими людьми помогают тех технологий хорошие привести в страну, обмены настроить культурные, технологические, разные и так далее. Вот, прекрасно. Я за то, чтобы большее количество людей понимало, что сила России в экспорте не только нефти, газа или еще там чего-то, а в экспорте людей, наших людей, которые разъезжаются по разным уголкам света, сохраняя мосты со страной происхождения. Вот. И это круто. У Китая десятки миллионов граждан, студентов, рабочих и так далее. В других странах сейчас. Китай ведет планомерную политику. Она очень умная. Она настолько умная. Китайцы, уезжая из Китая, продолжают считать себя китайцами. Они не ассимилируются в других странах, живут общинами и так далее и тому подобное. Сохраняя мосты со страной происхождения. Вот и индусы, и китайцы говорят следующее. Ребята, весь мир – это место, где наши индусы или китайцы будут работать, трудиться в разных проектах. А когда надо нам будет, мы сделаем удар в гонг, и все вот эти вот китайцы, индусы, наши ребята мобилизуются на ту или иную задачу, тот или иной проект. То есть Китай очень умно к этому относится. Он рассуждает о том, что любой человек, поехавший в мир, который произошел, родился в Китае и поехал в мир, это золотой запас Китая, временно размещенный где-то, который обучают актуальные компании и так далее. Все отлично, круто. Поэтому Китай массово поощряет своих студентов, своих людей выезжать на стажировки в зарубежные компании, оставаться там, закрепляться и ждать момента, когда Великий Китай начнет реализовывать свой план. А у Китая есть план создания Великой Китайской империи. Да. Это план, это идеология. И очень круто наблюдать за странами, имеющими такую идеологию. Они относятся к каждому человеку, который есть у них в стране, и к каждому человеку, который уезжает из страны, как к слитку золота. Больше, чем слиток золота, это живое золото. Поэтому, когда там председатель нашей Думы говорил, не нефть и газ наша главная ценность, Путин наша главная ценность. Так вот, я не согласен с господином Володиным. Ценностью России являются люди, которые проживают в России, которые рождены здесь, которые носят код России в сердце. При этом неважно, живут ли они в России или где-то они. Важно, чтобы эти люди сохраняли код связанности с Россией. Все, это важно. Это самая главная ценность.